Всем привет! Мы продолжаем серию сравнительных видеообзоров, где мы с вами вспоминаем легендарные советские легковые и грузовые автомобили. Для тех, кто не смотрел предыдущие части из данной рубрики, вкратце расскажу. Мы рассматриваем масштабные копии из разных эпох, преимущественно советские и новодельные российские модельки. И на фоне их смотрим на новейшие китайские аналоги, преимущественно из журнальных серий «Автолегенды СССР» и «Автомобиль на службе». Также иногда показываю дубликаты из европейских серий, таких как культовые автомобили Польши. И герой сегодняшнего видеоролика довольно прогрессивный советский легковой автомобиль на свое время. Это ВАЗ-2108 «Спутник», который в народе называли «Зубило». И это по большому счету первый промышленный советский легковой автомобиль с переднеприводной компоновкой. До этого машины в основном шли в классической схеме с задним приводом. И, конечно, об этом автомобиле очень много легенд, многим машина пришлась по вкусу, многие ее недолюбливали, но это тем не менее долгожитель, который выпускали на заводе очень продолжительное время. И в сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим машину уже российского производства, хотя сложно сказать точную дату изготовления этой масштабной копии, потому что у меня не сохранилась оригинальной упаковки. Но я думаю, эта модель покупалась в середине 90-х годов, она у меня в оригинальном состоянии. Единственное, оранжевой краской в свое время окрасили поворотнички на передних крыльях. И сравним мы этот вариант с журнальным аналогом из серии «Автолегенда СССР» номер 21, который поступил в продажу 24 ноября 2009 года. И стоимость журнального выпуска на тот момент составляла 250 рублей, хотя в киосках за эти выпуски просили 280 рублей и выше. И позже цена поднялась, в киосках модели стали продавать за 320-340 рублей. И сейчас посмотрел, в некоторых магазинах встречаются старые остатки, но за них просят 500 рублей и выше. И, конечно, за эти деньги нету особого смысла покупать эту журнальную серию. Лучше поискать аналоги на вторичном рынке, и иногда попадаются экземпляры за 100-150 рублей. И у меня сохранилась оригинальная литература, мы быстро ее пролистаем, чтобы освежить в памяти то, как выглядел настоящий прототип. Посмотрим на некоторые элементы, и можно будет посмотреть, как они реализованы на масштабных копиях. И давайте уберем сами модели, чтобы они нам не мешали. И быстро пролистаем журнал. На лицевой стороне есть фотография настоящего прототипа в довольно типичном ярко-красном цвете. И у нас в советское время восьмерки и девятки попадались именно красные, белые, реже восьмерки встречались в салатовом цвете. И также я видел в портах автомобили в серебристом металлике, и были темно-синие машины, но в основном они шли на экспорт и были подготовлены для отправки. Как сейчас помню, в одном порту стояла целая партия автомобилей, обмазанных воском. Можно почитать историю создания этой машины, черно-белое фото серийного образца, и также есть фотография автомобиля уже в нынешнее время, и вы можете заметить, у него стоят другие неродные колесные диски, и также под бампером добавили противотуманные фары. Изначально на восьмерках шли колеса с 6 прямоугольными отверстиями. События, которые происходили в стране в тот период. Также кадры из кинофильма «Предсерийный ВАЗ-2108», у которого облицовка окрашена в черный цвет. Дальние родственники, Seat, Шкода Фаворит. Также есть фотография подготовленного раллийного автомобиля Лада Самара Т3. Есть плакат, который при желании можно повесить на стену. Фото, вид изнутри. И многие люди говорили, что на восьмерках было отвратительное качество пластика. Могу не согласиться, и я ездил на восьмерках, когда они были относительно современными, и скажу, здесь пластик не намного хуже, чем на вазовской классике, на копейках, шестерках
и так далее. Единственное, салон был окрашен не в совсем привычный светло-бежевый цвет, а на вазовской классике панели приборов были в основном черного цвета. Также подкапотное пространство, вид сзади. Здесь уже добавили вокруг номерного знака декоративный пластиковый элемент, который с завода не устанавливался, насколько мне известно. Технические характеристики, схематический чертеж и другие модификации. Лада для немецкого рынка с видоизмененным передним и задним бампером, также другая светотехника, вариант кабриолет. Эти машины пользовались большим спросом на юге Франции, потому что автомобиль стоил дешевле, чем, например, Volkswagen Golf, а машина выглядела довольно эффектно. И также была Лада Наташа, тоже выходившая в рамках журнальной серии, у которой более изящные передний и задний бампера. Также есть еще одна модификация с круглой светотехникой и автомобиль для Аэрофлота, тоже довольно необычный. Анонс на следующий выпуск ЗИС-101А. И, кстати, интересно то, что в планах был другой номер «Москвич-423», но, видимо, сделали какую-то рокировку. И давайте посмотрим на сами масштабные копии. Начнем с российского варианта, и вы в комментариях можете написать, если вы знаете точную дату изготовления этого автомобильчика. Есть специалисты, которые определяют модели по цвету, также по характерным признакам. Я небольшой специалист агатовской техники, поэтому говорю как есть. В модели открываются дверки. Вполне хорошо проработан салон, он из черного пластика. Также откидываются спинки передних сидений. Можно открыть крышку багажника. Есть небольшая пластиковая полочка, правда, она здесь, по-моему, несъемная. Отдельная деталька, но ее невозможно поднять. Можно открыть пассажирскую дверку. И рамки остекления сделаны из пластика. И вместе с рамкой сделана дверная ручка. И, конечно, по дизайну дверная ручка отдаленно напоминает настоящий элемент. Здесь она больше похожа на семерочную или пятерочную. Во всяком случае, по виду. И у этой модели можно открыть капот и посмотреть на моторный отсек. Осветительная техника тоже вполне нормальная, правда из-за того, что у поворотников есть подложка, и она также проходит под фарой основного света, фары получаются с оранжевым оттенком. Днище пластиковое, указан прототип ВАЗ-2108, черточка 09, потому что это днище было унифицированным. Написано «Сделано в СССР» и указан масштаб 1:43. И у этой масштабной копии довольно интересные колесные диски, правда по крышке, я считаю, уже, чем должны быть на настоящем прототипе. И, кстати, обод колеса тоже довольно сильно выступает от покрышки. И были слухи, что первая партия восьмерок шла с пятерочными колесными дисками в хроме, но подобных моделей я ни разу не встречал, поэтому подтвердить или опровергнуть данные слухи я не могу. И я, кстати, прикупил к этой модели новодельный репринт. Упаковка по дизайну напоминающая старую советскую. И уже не помню, были ли у восьмерок и девяток свои коробочки или использовались коробки от пятерок и семерок. Кто знает, тоже напишите в комментариях. Но, насколько я помню, как раз лицевая часть коробочки была синего цвета. Вот такая коробочка. Она тоже не дешевая. Но так как у меня не сохранилась оригинальной упаковки, решил взять вот такой репринт для полноты коллекции. И давайте посмотрим на
журнальный новодельный аналог, и машина окрашена не в самый популярный салатовый цвет, во всяком случае у нас подобной техники встречалось не так много, и в целом это вполне удачная масштабная копия, но есть пара нюансов. Во-первых, на этих машинах стояли огромные колесные диски, которые портили вид масштабной копии, и на своем варианте я уже поставил другие колесики и взял их с бауэровской шестерки. И тоже интересный момент, то что на шестерке стояли колесные диски по дизайну от восьмерки и девятки. Также у этой модели я поставил другие дверные карты, потому что изначально здесь вкладыши были от девятки, пятидверного варианта, и это дверные карты от мастерской Старт 43. Зачернил прорези на облицовке радиатора, добавил регистрационные номерные знаки, и также у этой модели, на мой взгляд, чуть выше фары, чем должны быть на самом деле, но тем не менее вполне хорошо узнается облик настоящего прототипа, особенно если масштабная копия на нормальных по размеру колесных дисках. Также окрасил задние фонари, бочку глушителя. Вот так выглядит проработка ходовой части, вполне нормальная. И стоит учитывать, что на последующих журнальных моделях встречались и более упрощенные днища. Ну, конечно, типично китайское качество покраски и сборки. И у меня на самом видном месте присутствует очень некрасивое пятно клея. И можно посмотреть, как автомобильчики смотрятся на фоне друг друга. Не скажу, что советская и российская модель намного хуже передает образ настоящего прототипа, но к недочетам можно отнести непонятные зеркала заднего вида, также не очень выразительную светотехнику, слишком узкие покрышки и не очень похожие дверные ручки. И, кстати, если присмотреться, по-моему, у журнального варианта немножко другой наклон задней стойки. Но эти модели я не замерял, а по габаритным размерам они примерно одинаковые, если посмотреть на глаз. Пишите ваши комментарии, какая из масштабных копий есть в вашей коллекции. Возможно, у вас сохранились старые саратовские варианты, тоже будет интересно узнать, в каком они варианте окраски. Я также знаю, что саратовские модели чумеют, но, к счастью, у меня в коллекции ни одна машина Волжского автомобильного завода в 43-м масштабе не рассыпалась. Но видел фотографии машин в виде набора запчастей. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Также можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую на этом канале. И также можете писать ваши комментарии, какие сравнительные видеообзоры вы бы хотели увидеть в будущем. На сегодня это все. Пока-пока.